Я снова рада приветствовать вас на моем канале. Пришла еще моя посылка, про которую я говорила в предыдущей распаковке, где будут опять 5 пачек вот таких чипсов. Я все уже доставать не буду, я оставила их часть на столе. То есть это была акция, и они были по $1. Уже с открытой пачки. Еще раз покажу, вдруг кто-то только первый раз включил это видео и не видел ранее. Это чипсы из листов нори в рисовом кляре и со вкусом васаби. Хрустящие, они такие сладковатые, остренькие. Очень вкусные. А еще когда по $1 купила, так вообще вкусные, кажется. Так. Потом в пробных товарах вот такие леденцы от Yum Earth заказала. Прошу прощения за произношение. Не умею я правильно это все выговорить. Это с бузиной. Вот они мне все-таки больше нравятся, чем там есть ассорти. Тоже из новинок с антиоксидантами, с витамином С, Е и А. Манго, апельсин, лимон. Вот все-таки вот эта бузина мне вкуснее. Вот еще одну заказала по пробной цене, это уже. Потом заказала жидкий мед, потому что мед у меня закончился и жидкий, и густой. Вообще меда нет. Весь мед закончился. Я в этом году как-то его и не покупала. Все у меня из каких-то запасов. У меня остался только мед Манука, и все. Но его же не будешь в готовку класть, поэтому... Это для соусов мне нужен, вот в основном для соусов вот жидкий и для каких-то кулинарных рецептов. Вот. Это была акция 22, по-моему, процента на все. Сейчас и акция 30% идет. Ну, я уже ничего не покупаю, потому что уже мне... И ничего и не надо, вроде бы и денег нет, поэтому не покупаю сейчас. Так, потом взяла еще БАДы. Вроде бы так уже все есть, но все равно, пользуясь случаем, на витамин К была скидка 30%. Поэтому взяла витамин К2 в форме МК7. Вот надо обязательно смотреть на вот эту, это самая лучшая усваиваемая форма, потому что есть еще на сайте и в других формах витамин К. Вы, пожалуйста, смотрите, он дешевле, но он хуже усваиваться. Все-таки лучше выбирать витамин К2, именно К2 в форме МК7. И я взяла упаковочку для того, чтобы я там была в каких-то предыдущих распаковках, показывала. Большую банку купила витамина D, D3, 10 тысяч единиц. Поэтому это буду принимать вместе с К2. Вот. И мой любимый лецитин яичный. Я тоже была рассказывала, что все-таки яичный лучше, чем подсолнечника, из подсолнечника. Ну и тем более лучше, чем соевый. Соевый лецитин, кто, может, не смотрел предыдущее видео, то я бы не рекомендовала его. Мужчинам однозначно нельзя соевый, потому что там эстрогены. Там, вот. И женщинам тоже, ну, если нормальный гормональный фон, то я считаю, что зачем его сбивать гормоносодержащими какими-то добавками. Вот. А самый лучший это лецитин яичный. Он представлен только у этой торговой марки, у Naturus Plus, у других торговых марок его нет. Единственное, что они провели ребрендинг, то есть раньше он выглядел вот так, сейчас он выглядит вот так.
И все бы ничего, если бы изменилась только одна упаковка, но изменился и состав. То есть сейчас здесь стал меньше дозировка, но здесь стало и больше порций, здесь 180 капсул, здесь 90. Если раньше надо было принимать одну капсулу, то сейчас нужно принимать 2 капсулы. И все равно 600 миллиграмм так и осталось. Но, значит, здесь 600 миллиграмм было в одной капсуле, здесь 600 миллиграмм в 2 капсулах. Ну вот, допустим, лецитин, фосфолипиды раньше было в одной капсуле 70 миллиграмм, сейчас в 2 капсулах 55 миллиграмм. И изменилось еще липиды какие-то, ну, в общем, какие-то еще один показатель изменился. Не могу я выговорить, простите. Вот, изменился показатель. Здесь было раньше в одной капсуле 350 миллиграмм, сейчас в 2 капсулах 220 миллиграмм. В любом случае, это лучший лецитин, поэтому я рекомендую вам яичный. Вот. Так, дальше по БАДам, еще чуть-чуть по БАДам. Но это такой БАД, знаете, это пчелиная пыльца. Это испанская пчелиная пыльца, собранная с дикорастущих растений в Андалузии. Вручную собрана, потом она высушена естественным образом как-то на солнце и обработана жидким азотом в банке, чтобы она не пропадала. Вот. Это источник витаминов и особенно аминокислот, строителей нашего белка. Очень полезно и взрослым людям, ну, пожилым уж тем более, и спортсменам. То есть она дает еще и энергию тоже. То есть это вот натуральные аминокислоты. Ну, так пахнет вкусно. Так, сейчас я попробую. Сладенькая. Вкусно. Не противная. Значит, рекомендации по приему: 2 чайные ложки с утра натощак рассасывать или растворить в водичке. Но лучше, мне кажется, рассасывать. И также перед тренировкой люди принимают, спортсмены. Вот, тоже вот это была скидка на все, 22%. И я взяла там от другой торговой марки, от которой у меня мед тоже с пчелиной пыльцой, с прополисом был, я вам показывала его. И вот тоже это пыльца, я хотела от того бренда купить. Но он не попадал под акцию. Я думаю, а что я должна 22% лишаться такой скидки? И заказала вот эту. Ну, отзывы хорошие, поэтому, ну, попробую. То американская, это испанская. Попробуем испанцев, поддержим. Вот. Так, и вот еще что. Очень люблю эту торговую марку. У них пасты, спреды, масла вот такие вот, то есть ореховые, органические, из пророщенных семян. Это что вообще полезно. И без сахара. То есть это настолько вкусно. От этой торговой марки покупала масло из бразильских орехов. Вот пустая баночка уже. Я только что ходила в свою летнюю кухню, где все пустые баночки. Решила вам принести, показать сейчас, дать отзыв. Это что-то вот волшебное, это так вкусно, это ну безумно вкусно, при том, что органическое, по-моему, тоже пророщенное. И буквально вот чайная ложка, это вам заменит дневную норму селена, натурального.
И мне даже это вкуснее, чем сам бразильский орех, если так его грызть. Она такая вкусная, и вкусная, она ж сладковатая, хотя сахара нет. И можно и на тост намазать, и на лаваш намазать, и скрутить трубочку сделать. Я и так готовила. Но я в основном так. Вот это я в обед пообедала. И потом после обеда чайную ложечку беру, вот это как бы масло жирное. И принимаю на фоне жирных вот этих вот паст витамин D и омегу. Они лучше усваиваются с жирной пищей, поэтому вот это у меня именно для таких целей. И сейчас у меня тоже от этой же торговой марки. Сейчас у меня масло кедровых орехов. Если это больше такое, оно было такая как пастообразное, то здесь больше действительно это масло, потому что грецкий орех, он очень жирный, очень жидкий. И это вот такая вот субстанция. Как это вкусно! Это я ем точно таким же образом. То есть после обеда я одну, но не могу, если честно, удержаться и съедаю, наверное, ложечки 2. Я медленно рассасываю. Тоже такое сладковатое, очень вкусное. Вкусно. А сыну моему не понравилось. В общем, он такой, не, мне не вкусно. Очень вкусная, такая вот сладенькая, маслянистая такая. Ну, кто ел эти кедровые орехи и масло кедровых орехов, кто пробовал, вам однозначно понравится, если вам нравилось масло грецких орехов. Я вообще обожала масло грецких орехов. Так, все отставлю, потому что я еще сегодня не ела, поэтому сейчас буду есть. Так, чтобы не перекинуть. И вот это тыквенные, тоже это очень полезные. Во-первых, органические, пророщенные. Я тыквенные семечки тоже пророщенные, органические покупала. Органик Индия, по-моему, называется торговая марка. В стеклянной баночке тоже была. Ох, мне тоже понравилось. И уверена, это тоже вкусное. Но сейчас не буду открывать, потому что кедровые орехи у меня открыты. Так, все, для себя все. Теперь остались Микины товары. Мия, ну иди сюда, ну иди. Ну вообще решила не посещать работа. У нее только как у меня распаковка, у нее находятся задачи. Думаю, это что его ходить на работу? Ничего не дают тут. Да, Мия? Ничего не дают, что с вами тут работать? Нас за тобой же скучают. Ну, в общем, ждите Мию во влогах. Пропускает собачка работу, не хочет она. Ей не нравится, ну, а я не сторонник мучить животных. Если ей не интересно сейчас, интересно где-то в другом месте, пусть бежит. Вот, поэтому мы без Мии. И тут то, что я ей купила, это тоже не вкусняшки. Вот. Это я ей купила, тоже эта вся посылка собрана под скидку 22% на все. Купила и капельки для глаз, вернее, не капельки, а жидкость для глаз, убирать слезные борозды, вот эти темные. Это особенно видно на собачках светлой породы, на белых, на каких-то бежевых. Вот. И для котов я тоже так уверена, что у нас была Трикси жидкость, но она не сильно убирает. Я еще покупала, и была такие эти витаминки тоже от слезных этих. Вроде бы работала, но они такие сейчас дорогие тоже стали. Думаю, может быть, пока без них попробуем. И такие я ей купила вот эти триммер. Потому что я пользуюсь гильотинкой кошачьей, ту, которую фени стригу. Вот. И Мии тоже, той же гильотинкой. А это решила взять прямо вот такой, вот такая вот история. То есть это для мелких пород. Там есть для крупных.
А это для мелких. То есть и даже можно и для котов. Слушайте, ну такой удобненький. Вот это же специально, уже и надо и коготки стричь. А я все ждала вот этот, отращиваемый когти, чтобы уже попробовать этим. В общем, если сегодня свет не выключат, успеем, то сегодня я сделаю маникюр и педикюр. Вот. Вот такой. Очень приятные в руках. Вот это просиликоненная. У нас точно такая же, от этой же торговой марки есть пилочка собачья для ногтей. Вот она такая вогнутой формы. И очень удобно подпиливать коготочки, потому что у собаки вы срезаете, он прям такой обрубок. И потом я ей подпиливаю. Иногда бывают коготки. Есть люди пилят прямо не подрезая. Но это долго, там, я не знаю, сколько надо пилить. И особенно, когда сильно вот возле пучечки, знаете, вот там, я так раз и подпиливаю ей. Чтобы оно нигде и не острое не было, не ранило саму подушечку. Вот. Очень удобно, и ей нравится. Я думаю, кто влоги мои смотрел, видел, как я на качельке ей пиляла, и она сидела там, кайфовала, аж хрюкала. Вот. Все. Вот такая посылка была. В общем, и себе, и собачке. Финюша только ничего не купила, а у него все есть. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, что находите время, тратите свое драгоценное время на просмотры моих видео. Я вам всем желаю добра, здоровья, мира, побольше положительных эмоций, несмотря ни на что, терпения, выдержать это все. Мы все выдержим, мы все переживем. Все буде Україна. До побачення.